Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто спешит в вашу жизнь? Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, какая ситуация сейчас проигрывается в вашей жизни. Так. Знаете, у вас закончился какой-то жизненный этап. Этап, который был очень важен для вас. Этап, который, вот знаете, вот причинил вам много боли в жизни. Но он закончился. У кого-то уже он заканчивается, у кого-то закончился, да, у всех будет по-разному. Вы довольно сильный мужчина, вы хорошо зарабатываете, вы очень такой миролюбивый, вы мечтатель. А мечтаете это вы о женщине, о новой женщине, о женщине, которая, знаете, вот вам хочется, чтобы вас оценили по достоинству. Вот так будет правильно. Вам хочется, чтобы любили не ваши деньги, а вас. Потому что какой-то период вас использовали ради денег. Эта женщина использовала, которая причинила вам боль. Сейчас вы мечтаете о другой женщине, которая не будет ценить ваши, там, допустим, машины, квартиры, заработки, ну, все ваши материальные блага, если у кого-то есть, да. Вам хочется, вот, чтобы вас любили, знаете, вот просто бескорыстно, безвозмездно, вот просто ни за что. Но в то же время вы понимаете, а где такую найти, да? Это вас пугает в чем-то, это вас страшит вас. Потому что вы давно считаете, что женщины народ корыстный. Да, в чем-то вы правы, есть доля правды в этом. Сейчас как бы, ну, мир перевернулся, наверное. Многие люди вот как-то вступают в отношения, даже дружат, наверное, вот по выгоде. Это есть и среди женщин, и среди мужчин. Нельзя, конечно, всех под одну гребенку. Потому что одинаково жалуются. И женщины говорят, где найти хорошего мужчину. И мужчины говорят, где найти хорошую женщину. То есть здесь такой вот вопрос, да, вот дилемма неразрешимая. Но все-таки есть, да, есть и хорошие, и плохие, и среди женщин, и среди мужчин. Но так вы как-то немного разуверились в женщинах. Так, что у вас будет происходить в вашей личной жизни? Вот как-то, знаете, вот, ну, у вас какая-то вот тупиковая ситуация вот на сегодняшний день. Как будто вы только начинаете, вот, да, как вот птица Феникс, да, вот из пепла возрождаться начинаете. Вот именно после вашего вот разрыва с женщиной, которую вы любили, боготворили, и которая нанесла очень много вам душевных ран. У некоторых, кстати, даже очень много каких-то вот проблем по здоровью, может быть, появилось. Вот после вот этих вот стрессов у вас, да, начало барахлить сердце, давление, может быть, скачет. Ну, то есть начало шалить ваше здоровье. Вам, когда вот вы возрождались, так сказать, из пепла, да, вот в этой ситуации, вам помогали вот либо же друзья, либо родственники. Ну, то есть у вас есть такие люди, которые как бы вас поддерживали, вселяли надежду, говорили, что все будет хорошо, да, не расстраивайся и так далее, да, то есть они пытались вас как-то поддержать. Да, это особо вас не утешало, потому что для утешения нужно время, конечно же. Но люди вот какие-то вот есть, вот может быть друзья скорее, да, в вашей жизни появятся совершенно, знаете, вот другие люди, другое окружение. Может быть, вы будете по работе, в какой-то тусовке, я не знаю, где угодно. Но почему-то вот ваш круг, окружение ваше, оно будет расширяться. Может быть, вы будете куда-то там, я не знаю, поедете. Ну, то есть разнакомитесь с большим количеством людей. Вот сейчас вы общаетесь, но я бы не сказала, что вы с многими общаетесь. Да, есть какой-то небольшой костяк такой, да, может быть, близкие друзья, родственники.
Но вот что-то такое будет, может быть, даже, кстати, по работе. Либо же поедете куда-то, либо там какой-то, может быть, я не знаю, семинар, вебинары, там еще что-то. Но как-то вот расширится ваше общение. И вы знаете, вот именно где-то вот по работе вы пересечетесь с новой женщиной. Женщина будет, ну вот красотка, хочется сказать. Вот сразу же мне почему-то вот приходит, ну вот красотка. Женщина очень яркая, такая уверенная в себе, самодостаточная женщина. Она знает себе цену, очень умная, она очень коммуникабельная. Женщина с потрясающей фигурой, я вам скажу. Женщина скорее такая, знаете, ну, скорее светлая она, наверное, будет. Светловолосая, русая, да, стройная, младше вас, скорее всего, она будет такая очень, ну, среднего такого роста, невысокого, наверное. Женщина такая, знаете, вот которая, она всегда придет на помощь. Вот несмотря на свою какую-то уверенность, да, вот внешне кажется, что она такая холодная, неприступная, снежная королева, но на самом деле она очень такая вот в общении простая, она всегда поможет. Она всегда вот как-то утешит, да, вот женщина, к которой тянутся люди. Вот несмотря на то, что она внешне может немного так пугать, да, вот тем, что она красивая, уверенная, да, очень часто это мужчин почему-то пугает. Но она очень такая классная, она надежная, она хороший друг, она надежный друг. Она очень такая справедливая. Вот она живет как-то по совести, по справедливости, да. Таких людей сейчас мало на самом деле. Как это не печально. Так, что еще это за женщина? Так. Женщина, у которой было тоже разрушение отношений, но на момент знакомства с вами она будет абсолютно свободна. Это не замужняя женщина, у нее был мужчина, у нее был любимый мужчина тоже. Очень, наверное, я бы сказала, властный, вот какой-то диктатор, что ли, был, да. Очень непросто ей жилось с этим мужчиной. Вот, знаете, для нее разрушение отношений вот стало как будто спасением. Вот знаете, как будто она сбежала от него, от диктатора какого-то сбежала. Очень тяжелый, энергетически, эмоционально холодный мужчина у нее был. Ну, такой довольно непростой, очень властный. Ну, несмотря ни на что, она осталась очень такой добропорядочной, да, хотя, опять же, вот у нее тоже вот есть страхи по жизни. Вот страхи, да, вот она уже в какой-то момент потеряла веру вообще, что она, ну, с кем-то завяжет отношения, потому что ее настолько вот, ну, просто добили, наверное, вот отношения с ее бывшим мужчиной, что вот она как-то вот решила какой-то период пожить для себя, вот чтобы вообще не заводить отношений, потому что, ну, ну, знаете, вот она как будто устала от этих отношений. Вот такое состояние, когда тебе уже не хочется, да, уже как бы ты наелся, что я больше не хочу в это. Хотя, да, хотя она в душе, она хочет любви. Но вот она вот, видите, вот она как будто крест поставила на любви. Так, да, вот ее унижал муж там или мужчина, кто там он ей был, унижал ее, заставлял очень часто делать то, что она не хочет. Это касается даже интимных отношений, да, вот какое-то своего рода насилие, может быть, было, да, вот присуще. Вот против ее воли, да, вот как это некоторые мужчины делают, особенно властные, сильные, да, мужчины считают, если он сильный физически, то можно женщину скрутить в бараний рог, да, сделать все свои дела, что он хочет, и все, и должна женщина все терпеть. С этой женщиной у вас проигрывается, вот знаете, вот вы как будто сойдетесь, как две половинки одного целого. Вот какая-то вот гармония, да, вот настолько вот вы будете красивой парой.
И у некоторых проиграется, кстати, брак с этой женщиной. Она очень хозяйственная, она очень домовитая. Вот понимаете, в ней сочетается и то, что она и внешне красивая, ухоженная, и хозяйка очень хорошая она. То есть с такой женщиной точно не пропадешь. Так. Да, у вас, посмотрите, у вас идет кардинальная перемена в жизни. Вот ваш период, когда вы, казалось бы, все, жизнь не мила, никого не найду, никого не встречу, вот вы начинаете все с чистого листа. И с этой женщиной вы вот пойдете как бы, ну вот рука об руку, просто вот знаете, как на одном дыхании, да, вот когда хочется жить, когда хочется, я не знаю, там порхать просто, когда глаза светятся от счастья, да, вот такое вот состояние, когда даже окружающие видят, что вам хорошо, что вы счастливы, да, вот вы просто порхаете, хочется что-то делать для этой женщины. Знаете, она даже, может быть, чему-то научит вас. Вот каким-то, может быть, качеством своим, вот чего у вас нету, вот вы у нее будете чему-то вот учиться, да, вот перенимать какие-то качества, может быть, характера там. Так. Да, любовь стопроцентная, да, вот вы почему-то вот считаете, что все, любви больше не будет, да, да нет, любовь у вас будет, причем снова-таки, вот вы почувствуете это интуитивно, вот интуитивно почувствуете эту женщину, потому что вас в жизни очень часто обманывали, потому вы и не доверяете. Но эту женщину вы почувствуете, это действительно будет ваш человек, это будет судьбоносный человек, с которой, вот знаете, можно и в радости, и в горе, и ничего не страшно. А вот эти вот страхи, вот эти вот обманы, которые были в вашей жизни, они вот до сих пор вот не дают вам покоя. У некоторых они идут, ну как бы попутно, наверное, до конца жизни идут с людьми, к сожалению, если их не прорабатывать, если это все не снимать. Ну, в общем-то, вы довольно неплохо будете жить, или же просто там кто захочет в отношениях быть с этой женщиной. Так что, дорогие мужчины, у кого проблемы сейчас в личной жизни, не расстраивайтесь, к вам идет шикарная красотка. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!